слова державного засимы. Господи, благослови! Приветствую всех людей, любящих свою Родину, святую и могучую Русь, кому не чужда православная вера и страдания людей, кто радуется правде и ненавидит ложь. Поклон тем, кто чтит слова мудрых святых, отцов и матерей, просиявших в земле нашей. Мир вам от Бога и Господа нашего Иисуса Христа, да умножится. Друзья, многие из вас наблюдают уже 10-й месяц о том, как нас, верующих, посадили в тюрьму за обличение ложных церковников, предателей Бога и людей, и за обличение власть имущих в богохульстве. Как вы помните, сперва нас многие месяцы обзывали по ТВ, говоря прямым намеком о том, что мы якобы инагенты, работающие с Украиной, и о том, что якобы мы мошенники, обманывающие людей на деньги. Как будто бы люди продавали квартиры и приносили нам деньги, а сами оставались на улице и так далее. Но в итоге ничего этого не подтвердилось, ибо это ложь и клевета. И получается, что столько времени нас обзывали и эту клевету посеивали в головах людей. Но, как я и сказал, оказалось, что этого нет, это неправда. И что же вышло? Осталось в обвинениях на нас только обличение наше еретиков. Мы с вами по канонам церкви защищали Святую Троицу и обличали предателей веры и власть имущих. Но и это перевернули прокуроры и следователи, изменили духовное церковное слово на мирское, извращенное понимание, желая хоть в чем-то осудить. Теперь, когда мы подошли ко времени основных судов над нами, власти Ульяновской области страстно желают признать нас, простых верующих, как террористов и экстремистов. И чтобы люди явно увидели извращенную еретическую личину обвинений, в чем именно заключается, по мнению ульяновских властей, терроризм и экстремизм, я поясню вам в письме для всех людей, ибо это глумление попускается Богом не просто так, друзья. Думаю, что Господь желает через нас явно показать всем живущим на земле нашей, святой и могучей, богатой святыми предками, что именно с нами происходит, кто нами правит и кто теперь является террористом в стране нашей. А для этого нужно просто вникнуть в суть обвинений, и вы поймете. Во-первых, обвинения извращены до смеха. Во-вторых, когда мною приводятся цитаты святых православия, что это именно от них обличение властей, а не мои личные, то прихожу к выводу, что святые для них являются террористами. Как говорил священномученик Гермоген Долганов, когда увидите, что в законе появилась свобода религиям, то знайте, это власть Антихриста, и ум у нее сатанинский. Далее святой пишет, что в это время будут сажать в тюрьмы верующих, но не как за веру, а как за нарушителей порядка в обществе и так далее. Мы с вами много разбирали плоды, в чем именно проявляется сатанизм от властей Антихриста, и увидели разное. Мы с вами не лезли в политические дела, но по заповеди Божьей наблюдали о том, какие принимаются законы за церковь, и это наш долг. И если вкратце посмотреть, кем стала по закону РФ официальная церковь РПЦ-МП, то вот что получилось. И это по закону РФ. Во-первых, РПЦ-МП – это религиозная организация, созданная людьми, ибо имеет своего организатора, а православная церковь истинная имеет свое создание от Бога в день Пятидесятницы и не может быть создана людьми, не может иметь в себе организатора. Поэтому святой Серафим Роуз сказал, что все религиозные организации поклонятся Антихристу. Но что еще говорят законы про РПЦ-МП? В 29 статье Конституции
прямо говорится, что запрещено проповедовать превосходство одной религии над другой. А ведь в РФ зарегистрированы и сатанисты, и разные секты. Выходит, что в 29 статье сказано: запрещено проповедовать в РПЦ МП, что Бог выше сатаны. И получается, если РПЦ МП не выше сатанистов и сектантов, то значит, они сами по закону и сатанисты, и сектанты. Это РПЦ МП, понимаете? Это так говорят законы Конституции РФ. Кто-то говорит, отмахиваясь, что пусть в законах пишут, чего хотят, мол, нас это не касается. Но на суде Христовом вы не сможете так ответить. Сатана всех подловит, ибо когда люди получают паспорт РФ, то они все дают присягу Конституции РФ, и в частности этой богохульной 29 статье. Через эту статью люди всех религий присягнули на верность дьяволу и похулили Создателя. Для полного обличения есть в Библии многие примеры, когда правители, императоры выпускали богохульные законы. То пророки, например, Даниил, отказывались такое принимать, и его кинули во львиный ров, но Бог спас его и высоко поставил, понимаете? Впервые за всю историю всех живущих на русской земле заставили присягнуть дьяволу. Хоть верующий ты, хоть нет, всех, понимаете, друзья? Как сказано в книге «Житие старца» Христофора Тульского, что после Ельцина будет правитель, который всех запутает, то есть обманет. А теперь я запишу личину обвинений в экстремизме на нас. Ныне отправили в суд Чердаклинский дело, которое состряпали прокурор Старомайнского района Ульяновской области и его помощник, мусульманин Мухамедов РР. Они, эти прокуроры, если и не имеют уважения к Богу и верующим, то хотя бы для того, чтобы самим не опозориться, могли бы прочесть Библию один раз перед такими обвинениями. Так в постановлении о противодействии экстремизму от 29.11.2024 года поясняется обвинение пока административное, ибо по закону, чтобы признать экстремистами, они сперва быстро делают административку, а потом уголовное дело. Так вот, меня обвинили в нарушении целостности территории РФ. Но в чем именно проявляется это нарушение целостности РФ? Мне пояснил помощник прокурора Мухамедов РР, что я на территории РФ создал якобы другую территорию под названием Благословенный Ефрем. И этому помощнику прокурора дела нет до того, что в Библии написано ясно, что Бог благословил Ефрему иметь обетование первородного благословения, и мы проповедовали, что это благословение еще не сбылось, но должно сбыться на русской земле. Поэтому наших царей раньше духовно называли и всю Русь Новым Израилем. То есть благословенный Ефрем – это обетование благодати первородной, которое через многое поколение пришло именно к нам, к земле русской. Поэтому святые во всей земле проповедовали, что возрождение духовное будет из России. Но почему? Потому что Русь – это новый Израиль и имеет на себе первородное благословение. И вот эту проповедь мне вменяют как экстремизм, как будто бы я создал территорию благословенный Ефрем в Российской Федерации и этим нарушил целостность территории РФ. Понимаете? Какой бред они несут, друзья мои, и это еще не все. Я обличал игуменю Дивеевского монастыря в ереси и в хуле на царскую семью. Они сделали памятники и на головы царской семье надели католические короны, выставляя царя Николая католиком. Это, во-первых, клевета, ложь, неправда. Это оскорбление чувств верующих. Как будто бы Бог помазал на царство католика, еретика, понимаете? Это вообще вопиющий поступок, и я обличил эту лжеигуменью. Так мне и за это вменяют экстремизм, якобы
унижение человеческого достоинства, ибо я назвал ее еретичкой и прихвостнем Антихриста, но это церковные слова и правда. И это нас, православных, унизили, выставляя мученика Николая и всю его святую семью еретическими католиками, нашего православного святого царя. И выходит, что сами законы РФ называют через 29-ю статью РПЦ МП не только еретиками, но и сатанистами и сектантами. Получается, что сами могут называть и унижать верующих, а нас за эту правду и обличение обвиняют в экстремизме. Так выходит. Но почему им, властям, так необходимо нас все-таки признать экстремизмом? Потому что для них самое опасное – это Христос, которого отображают истинные христиане, ибо именно Христос и святые для сатанизма – это и есть экстремисты, понимаете? Когда приезжали к нам на беседу из Белоруссии сотрудники-следователи, то они ясно сказали мне, что необходимо признать экстремистским учение святого Иоанна Златоуста за то, что он явно обличает иудеев, ибо я ссылался на его учение. Понимаете, что происходит? И вот спустя целых 10 месяцев опомнились эти помощники прокуроров Мухамедова РР и только сейчас решили действовать. Но почему ждали столько времени? Потому что нас пытались обвинить в союзе с Украиной. Они не хотели задевать церковные вопросы и надеялись, что найдут за нами подобное, но не нашли. Хочется сказать, раз не нашли такой связи с Украиной, не нашли и обмана людей, так и оставьте верующих в покое. Но нет, они именно Христа ненавидят и верующих, которые любят Бога, которые не желают быть предателями веры православной. Ибо как только такие появляются, то, конечно же, Бог защитит своих людей, и сатана это знает, и этого боится. Сатанистов устраивает предательская организация РПЦ МП, которая скрывает от народа свое предательство и усыпляет бдительность верующих. Вот и другой кадр, следователь Бондарь ДД из Ульяновска, обвиняет меня в терроризме из-за слов, которые уже 2000 лет повторяют верующие. Слава Христу, смерть Антихристу. Мол, я и верующие наши, в основном женщины в платочках, якобы желаем сместить власть насильственным путем. Это он так истолковал слова «Слава Христу, смерть Антихристу». Но что же эти слова обозначают? Когда святой Иоанн Богослов описывал в Новом Завете о том, что Антихрист сделает много зла церкви, то Христос Бог наш сказал, что Он сам, Иисус Христос, духом уст своих убьет Антихриста. И после этого церковь в благодарность Богу стала говорить «Слава Христу», который убьет Антихриста. Вот истинное понимание этих слов. Но следователи и прокуроры намеренно извращают понимание слов церковных и вменяют нам то, что якобы мы собираемся в России сместить антихристову власть насильственным путем, то есть терроризм. Также явная клевета на матушку Сафронию. Следователь ее обвинил в том, что она якобы была участницей соборов, но женщина не может участвовать на соборах, и ее там не было. Также нас обвиняют якобы в создании религиозной некоммерческой организации и вменяют мне организаторство. Но в чем заключается создание? Все знают, что мы духовно рождены крещением в православной церкви до ее массового предательства Бога. И когда увидели факты встречи патриарха в кавычках Кирилла с еретиком Папой Римским, и подписание совместной декларации, где говорится, что они, братья, вместе молились и так далее. Во-первых, католики, еретики, хулящие Духа Святаго и осуждены соборно. Почитайте труды святого Иоанна Кронштадтского о католиках и многих других святых, ибо святые явно называют еретиками их. Во-вторых,
По правилам святых апостол, патриарх ничего тайно без собора в таких вещах делать не может один. Но Кирилл по телевидению открыто заявил, что об этой встрече никто не знал. Сам Кирилл открыто по ТВ учит ереси о Духе Святом, говоря, что Дух Святый – это предвечная энергия, исходящая от Бога Отца. Но это ересь. Дух Святый – это Бог. И от Него исходят энергии, благодати. Это верно. Но сей еретик, католик Кирилл назвал Бога Духа Святаго простой энергией. По сути, уничтожил третью ипостась, святую, Святой Троицы, понимаете? В 2022 году вообще от лица всех христиан православия от РПЦ МП поехала делегация на религиозный съезд всех религий в Астану, Казахстана. Там был принят втайне от людей документ о человеческом братстве, который ранее подписал Папа Римский и Мулла. Там возвысили грех миролюбия как добродетель Святого Евангелия. Также там в документе идет исповедание нового Бога, который создал людей всех равными. Но в Библии мы читаем, что Бог создал вначале мужа Адама, а из его ребра жену Еву. И святой апостол Павел четко поясняет, что муж – глава семьи, глава жены, поэтому женщинам есть церковные ограничения в служении Богу. Отсюда ясно, что Бог, Святая Троица, не создавал всех людей равными. Эти еретики исповедовали Богом сатану, извращая саму Библию. И там были от РПЦ МП делегация. Но и самое наглядное – это видеозапись всех, кто присутствовал на этом съезде. И вот иудей Раввин говорил в проповеди своей, что они все вместе там молились. Это для обличения нас с вами, православные, ибо если вы еще помните, то иудеи убили Иисуса Христа, Бога нашего, и Христос явно сказал, что у иудеев отец Бог, дьявол, поэтому помолившийся вместе с иудеем не может быть православным. Из-за этих ересей и предательств мы вышли в непомин от РПЦ МП, применив к ним правила церкви. Третье правило Третьего Вселенского Святого Собора. Так, приказание верным уйти от таких еретиков. Применили многие апостольские правила и 15-е правило двукратного Константинопольского собора. Вторую его часть. Там ясно говорится, что тем, кто ушел из-за ереси от церковников-предателей, то такие поистине достойны чести, ибо сохранили православие своим отделением и так далее. И так как в церкви все должно быть соборно, то мы собрали соборы и вышли от поминовения еретиков, осудив их деяния как богохульные, приводя в доказательство цитаты святых соборов и святых отцов церкви. Поэтому мы ничего нового не создавали, и даже собор наш назван РПЦ, то есть Русская Православная Церковь. А слова «ЦИ» это относится к территории. Например, после революции много архиереев мигрировали за границу, и, собрав собор, подписались РПЦ и добавили букву «З», то есть РПЦЗ за границей. Это территория, и ими и нами не создавалась новая вера. Поэтому и здесь на нас с вами клевещут следователь Бондарь ДД. И скажу вам, друзья, наш Господь намеренно попускает обвинять нас в том, что потом оказывается клеветой, ибо сотни людей, когда видят наговор на церковников, то это признак. Пусть многие задумаются, а вы распространяйте это везде. Берите отрывки тех обвинений, которые раньше по ТВ показывали, и что теперь это не подтвердилось, а осталась только обличительная проповедь, основанная на цитатах святых отцов церкви. И все равно продолжают обвинять в
терроризме и экстремизме, потому что для них экстремисты – это наши святые защитники православия. Как говорил святой царь Николай, если нужна жертва для спасения России, то если Богу угодно, пусть я буду этой жертвой. Помните? Так и мне надобно, видно, говорить, если Богу угодно, чтобы я стал этой жертвой для того, чтобы люди явно увидели присягу сатане в 29 статье Конституции, то буди воля Божия, чтобы через суды вышло на свет это богохульство, и вспомнили люди, что именно сказано во Святом Евангелии: невозможно служить двум господам, и Богу, и мамоне. А вот в отношении РПЦ-МП, так это настоящая организация, причем с коммерцией, ибо торговать на благодати запрещено в Евангелии. Сказано: даром получили, даром отдавайте. Можно было бы еще оправдать продажи свечей, но устанавливать лимит на священнодействиях, таинствах, венчании и тому подобное – это преступление. Они продали, как Иуды, Бога, потом веру, потом верующих. Храмы в ИНН под числом 666 – это доказано даже судом Приозерским от 2002 года, что ИНН содержит в себе число 666 и заменяет имя человека на число. Также и имя, в честь кого храм освящен, заменилось числом Апокалипсиса 666. Теперь в РПЦ-МП продают и таинства. Я, когда начал записывать это письмо, то так сильно ощутил живаго Бога, Его всемогущество, Его любовь, Его сердечные чувства Духа Святаго. Помогает мне жить, ибо жить в обществе, которое Бога не любит, мне не хочется. Слава Богу, есть у меня вы, мои братья и сестры. Защищайте Бога и людей, и хватит сна. Послание говорит: если пшеничное зерно, пав на землю, не умрет, то одно останется, а если умрет, то много плода принесет. Вот и мы должны много раз умереть духовно со Христом, еще здесь, чтобы не ощущать сердцем ни оскорблений, ни похвалы. Тогда и со Христом царствовать будем. И если ради Него страдаем, то с Ним и радоваться будем. Ведь мы, верующие с вами, обосновываем то, о чем говорим. Мы поясняем, где именно хула на Бога, в законах, в делах официальных церковников. Мы видим, как нам в таких случаях ереси и хулы на Бога повелевают поступать святые соборы, законы церкви, святые и само Священное Писание. И во всех перечисленных источниках сказано одинаково: «Посему мы и поступаем по повелению святых, и Бог с нами». Наш Господь все открыл нам, и если вкратце по порядку разобраться, то выходит так. Сперва в книге Откровения святого Иоанна Богослова сказано, что придет красный дракон и передаст свой престол и всю власть Антихристу, зверю. По толкованию всех новомучеников России, красный дракон – это красная богоборческая власть. Значит, после красной власти должен прийти Антихрист, понимаете? В толковании на апокалипсис Гермогена Долганова, православного святаго, сказано, что когда увидите в России закон о свободе всякой религии, то знайте, это власть Антихриста. И эта свобода религиям появилась как раз после красной власти. Это РФ, то есть в Российской Федерации. Вспоминаются слова святого Игнатия Брянчанинова в книге. Поищите, друзья, название книги и страницы. Слова святаго такие: «Русский народ может и должен стать орудием гениев из гениев Антихриста». Святая Пелагея Рязанская говорит, что Антихриста выберут в России, поэтому все старцы и святые последнего времени ясно говорили, что нельзя принимать документы от Российской Федерации, называя это отречением от Бога, присягою сатане и отречение от крещения. Иеромонах Авель Семенов
специально по этим вопросам проездил по всей России и беседовал с людьми, духовными чадами старцев, и записал видеобеседы на тему о том, как старцы и святые отзывались о документах. Назвал эти фильмы «Соль земли», несколько частей, и люди из разных мест говорили одно и то же. Старцы запретили получать документы, называя их сатанинскими, что люди из-за них в ад пойдут. Это и Николай Рогозин, и Гурий Чезлов, и Иероним Санаксарский, на Афоне в Греции святой Паисий и многие другие подтверждали это. Выходит, это сам Бог говорил нам через святых. Помимо того, что эти документы содержат в себе число зверя 666, так еще люди делают через паспорт присягу Конституции РФ, в частности, богохульной 29 статье, а через нее дьяволу. Но люди ныне мертвые духом, мертвы к чувствам духовным, а таким, которых умертвили через присягу сатане, что-то объяснить невозможно без Бога, ибо они уже бедные, вписаны в книгу мертвых. Что сделали с нашим народом? Но что же сделал Господь по человеколюбию своему? Грехи-то страшные и не личные, о которых можно поплакать Богу, Он простит. Это грехи против Бога. Если через иудейские документы и законы явная присяга дьяволу, то вернуться в Церковь Христову возможно только так. Первое – это миропомазывание по законам соборов святых, потом исповедь, ибо это таинство, но все это будет законно только через собор, так как Церковь соборная и апостольская. Но если эти грехи не снять и не пройти миропомазание, то как? По правде Христовой ты будешь на соборе иметь право голоса? Никак. Господь говорил крестителю Иоанну: «Оставь это, ибо так надлежит исполнить всякую правду». То есть Иоанн не хотел крестить Господа, говоря, что мы сами должны от тебя креститься, но Христос исполнил порядок церковной правды. Понимаете? Поэтому после таких страшных грехов против Бога и люди должны исполнить правду. То есть вернуться в церковь только так, как повелевают соборы и законы церкви, ибо их установил Дух Святый. Но чтобы в этих случаях исполнить правду по смирению, то вот вопрос: а через кого возможно возвратиться в церковь? Кто от Бога имеет право восстановить людей? Кто может миропомазать столько, сколько хватит для собора? Кто по праву может прочитать разрешительную молитву? И если до пришествия Христа все люди были во грехе, то спасти их и всех нас мог только Бога-человек, который не имел на себе ни единого греха. Так и в наше время проводит Господь аналогию. И здесь речь не идет о всех грехах человеческих, но только о грехах против Бога, против Церкви. Посему Господь избирает одного человека, грешного личными грехами, но хранит его от греха против Бога и Церкви, сохраняет от документов и присяги сатане, потом ставит его архиереем и собирает людей боголюбивых вокруг сего человека и через одного возвращает к церкви многих, так что и соборы прошли, и мы смогли соборно осудить еретиков, предателей и проклясть хулителей Бога нашего. Вот сей дивный промысел о нашем спасении. И возвещаю всем людям вместе с теми, кого Бог соединил со мною, и у святого Паисия Святогорца в книге «Русский паломник» говорится, что христиане в России соберутся неформально, не на благо экуменистов, и с христианами будет царь православный, будет едино стадо и един пастырь Иисус Христос. Что произойдет через сей собор великое разделение истинных христиан от экуменистов, и этот собор будет неформальным, то есть без документов и регистрации. И это уже происходит. И будут еще, Бог даст, соборы. У меня сейчас в обвинительном
заключении написано на первом листе, что я человек без гражданства, не имевший документов, кроме свидетельства о рождении и справки об освобождении. Даже они, власти, об этом свидетельствуют. И это уже произошло от Бога. Царь родился, как бы кто ни хотел. Этот факт, подтверждаемый Писанием и пророчествами, и мы уже на этом пути исповедничества. Сейчас даже те, кто не принимает меня за царя, власти, все равно называют царем. Одни, чтобы подшутить, другие искренне. Это наши. Поэтому людям должно проснуться, и этого хочет Бог. А значит, произойдет. Мне открыла дивная Богородица, что многих непоминающих простит и приведет к нам. Вот я вам наперед говорю, чтобы знали, что Бог обязательно подаст Духа Святаго в силе и дарами и живой верой. Так мне грешному открывает Святая Троица, Бог, которого люблю и защищаю. Конечно, мне и многим хотелось бы побыстрее получить защиту от Бога, но у Господа для нас определено время, ибо даже дни подсчитаны для пророчества в духе и силе. 1260 дней, 3,5 года. Храни вас всех Господь, и помните, огненные скорби за веру, они очень сильно мучают сердца наши, но потом этот опыт возвышает до неба в благодати. Я очень скучаю по вам, мои дорогие, и молитвенно всегда с вами. Всем поклон земной и сердечный передаю. Еще вкратце, в РФ всех назвали лицами. Это богохульство, ибо Бог, создавший человека, дал ему и лицо. То есть у человека есть лицо, и это добре. Но назвать самого человека просто лицо – это оскорбление образа Божия в человеке, ибо Бог не создавал лиц, Он создал человека, у которого есть лицо. А сатана и это извратил. Видите, везде беда. Вот какой маразм получается. Меня судят и хотят признать экстремистом в том, что я назвал человека, извращающим Писание, еретиком, и это по законам церкви обосновано. И это не я унизил достоинство сего еретика, а он сам унизил себя, слушая бесов больше, чем Бога. В данном случае лжеигуменья из Дивеева, она и себя, и род свой унизила, выставив Николая царя-батюшку как католика. Но беда вот в чем. Те власти, которые хотят меня осудить как экстремиста за унижение человека, но именно они, следователи, прокуроры, судьи, называют меня и вас лицо по документам, но Библия нам говорит, что нет одного лица без самого человека. Одно лицо – это часть головы, тело, труп мертвый, без самого человека живого. И выходит, что власти, перечисленные, сами унижают человеческое достоинство, называя нас, людей, просто лицо. Помимо этого, они хулят Творца нашего Бога, который не создавал просто лиц, но человека, у которого есть лицо. Так если они так нас называют, то кто же из нас экстремист? Кто больше унизил человеческое достоинство? Думаю, вывод ясен. Но почему сатана взял слово «лицо», чтобы сильнее похулить Духа Божия? Ибо при сотворении человека Бог вдунул именно в лице человека Духа Своего, и человек стал душею живою. Понимаете? Именно через лицо оживил Бог всего человека, а сатана через это же лицо умерщвляет и оскорбляет. Поэтому, когда органы власти называют нас человеков просто лицо, они не только оскорбляют достоинство человеческое, но и творят преступления против чести, совести, достоинства человека и хулят Бога, Творца нашего, по наущению дьявола. Спасайтесь с Богом, державный Зосима.